Всем привет! Ну что, можете меня поздравить, ребята. Я получил свой Learn Permit, то есть я получил свои разрешения учащегося, да, либо водительские права учащегося, то есть я получил их, это первые мои, да, вообще в жизни, то есть в Украине у меня не было прав, так что теперь я получил, я доволен, я рад. Можете поздравить меня, поставить лайк этому видео, а также главное, конечно, поздравление от вас, подписчиков, это, конечно, подписка на канал. Пришли они мне 17 апреля, подавался я 2 апреля. То есть на самих правах написано, что они 5 апреля были сделаны, но высланы были 10, а доставлены мне были 17. Как видите, да, прошел большой путь, но на сайте было написано, что 5 рабочих дней все это занимает. Ну, это Ирландия, вы понимаете. Тут все делают они не спеша, понемножку, как говорится, они не спринт бегут, да, а марафон. Вот, в принципе, и мы здесь тоже бежим не спринт, а марафон. Покажу вам письмо, да, чтобы вы понимали моменты. Вот, вот, все. Вот видите, видно вам 10, может, апреля видно, да. Ну и вот сама карта, да. Давайте ее оторвем. Покажем уже так. Новенькая, готовенькая. Теперь можно приступать, да, к следующему этапу. Это, да, нужно найти инструктора, да, и пройти обязательных 12 базовых, да, уроков по вождению. Ну, немножко давайте расскажу еще раз про Learner, да, про вот эту прекрасную карточку, как я дошел к этому. То есть я сдал, тебе надо перевести деньги с карты Европейского банка на карту Украинского банка, братишка. Ты обратился по адресу. Да-да-да, сейчас я тебе все расскажу. Да, и тебе. Если тебе нужно перевести деньги с одной карты на другую, то есть если с карты Революта тебе нужно перевести деньги на карту Монобанка, то лучший сервис это Paysend, ребятки. Paysend это то, что вам надо. Лучший курс, моментальные переводы. С этим сервисом я сотрудничаю больше 3 лет. Если вы регистрируетесь по моей ссылочке, либо вводите мой промокод, ссылочка будет вот здесь в описании, и вот тут у вас будет вверху. Переходите и регистрируйтесь. И от 1 до 5 переводов вам рандомно система выберет количество, и вы получите эти переводы и сможете перевести деньги бесплатно, то есть бескоштовно, безвозмездно. Это идеальный сервис для тех, кто занимается фрилансом, тот, кто занимается криптой, тот, кто хочет перевести свои деньги своим друзьям, близким, родственникам, именно в срочном порядке, понимаете, без каких-либо больших проверок и документов. Зарегистрировались по ссылочке и перевели, и денежки полетели 5 минут, и они уже на счету у ваших родных, близких, либо вам нужно по каким-то своим делам, да, перевести эти деньги. Так что переходите, регистрируйтесь и пользуйтесь отличным сервисом, который вам по-любому понравится. А я продолжу рассказывать другу, как же пользоваться этим прекрасным сервисом. Братишка, переходи по моей ссылке, которую я тебе скинул на Viber. Окей, это первый этап. Тест по теории, да, вождения. После я прошел зрение, то есть я получил форму, да, справку, прошел своего GP, он осмотрел, проверил мое зрение. И потом я уже онлайн подался, оплатил 35 евро и получил вот этот вот пластик по почте. То есть я уже прошел 3 этапа. У меня на YouTube канале, да, плейлист, он будет внизу и вверху. То есть все про водительские права в Ирландии. То есть как я иду к этой цели, да, от 0%, и вот уже не знаю сколько процентов, может 40, да, 30 точно я прошел. И кто тоже только начал свой путь, либо только хочет начать свой путь по получению водительских прав в Ирландии, подписывайтесь, эта информация, думаю, бесценна, никто на просторах интернета не записывает такую информацию, не подает ее так, да, рассказывая все подробно, понятно, надеюсь, может где-то я там заговариваюсь, да, немножко растягиваю свои видео, ну, такой принцип у меня, так вот я записываю, не люблю я делать все коротко, люблю все конкретно рассказать, хочу рассказать свои, да, там какие-то эмоции, чувства, то есть мне нравится такой формат. Получил я их, да, я сказал, что все подробно на тех этапах, на других, которые я делал, есть в YouTube канале. Теперь мне нужно найти, да, инструктора. Вот я расскажу все по шагам, вот как получается, да, то есть вот я открыл официальную страничку, где рассказываются все ваши, да,
как вы должны идти по пути получения водительских прав. То есть пройти теорию тест, это мы сделали, зарегистрировались, оплатили, 45 евро, видите, стоит, чтобы сдать тест по теории вождения. Получить разрешение учащегося, вот видите, подать заявку на получение, да, на учащегося онлайн. То есть я про это все снимал, рассказывал. Если вам нравится то, что я делаю, то попрошу вас подписаться на мой YouTube канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Также, если вы хотите со мной связаться по любому поводу, реклама, сотрудничество, либо просто есть какие-либо вопросы, то вы можете это сделать с помощью Инстаграма, ТикТока, либо Телеграма. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Также, например, в Телеграм-канале у меня различные интересные факты я опубликовываю, да, и различные форумы и аппликейшны. Например, сейчас я перевел ирландские правила дорожного движения на русский язык. Если вам нужен этот файл, то подписывайтесь на мой телеграм-канал и скачивайте его. Стараюсь делать и снимать для вас полезную и нужную информацию. Следующий этап, да, видите, 35 евро вот я заплатил за этот пластик, который очень важен, который первый у меня, да, еще на один официальный документ стало больше. Это очень радует. И теперь смотрите, я по факту уже могу водить, да, но есть ограничения, видите, да, правило. Разрешение учащегося не является полноценным водительским удостоверением. И вот какие ограничения есть. Будьте в сопровождении во время вождения. То есть вы понимаете, что с вами, когда у вас learner, да, вы обязаны, чтобы вы сидели за рулем, да, а с вами рядом был человек, у которого полные водительские права, который вводит больше 2 лет, у кого нет new драйвера, то есть уже нет этой энки, он ее снял, и он полноценный водитель, то есть он обязан быть с вами. Но давайте будем говорить честно, я наблюдаю такую картину: из 10 людей, у которых L-ка, 8 либо 7 ездят сами. Да, это реальность, это, конечно, нарушение закона, это штраф сразу 80 евро и 2 штрафных балла. Но, как мне сказал один человечек, который так ездил, да, он сказал, что вероятность того, что вас остановит, очень мала, особенно если вы едете нормально, то есть просто так вас никто не будет останавливать. Но обратно же я всех призываю не нарушать закон, а жить по закону и не ездить с буквой L без сопровождения. Как говорится, береженого Бог бережет, не нужно, это ваша безопасность в первую очередь. Я ни при каких обстоятельствах не буду, пока не получу драйвера, да, new драйвера, ездить не буду. Хотя покупку автомобиля, ну, думаю, 2-3 месяца я куплю автомобиль. Следующий момент, это у вас должна быть на лобовом стекле буква L, да, на белом фоне красная буковка. Дальше, держитесь подальше от автомагистрали. Вы не имеете права выезжать на автомагистрали. Вы не имеете права буксировать прицепы и перевозить пассажиров за плату, ну это понятное дело, и соблюдать порог дисквалификации, то есть у лернера, у нового, у ученика, да, водителя, у него ниже порог дисквалификации, то есть у него всего лишь там вроде бы 7 штрафных если баллов, то все забирают права там на полгода или даже на год, честно, точно не скажу, вы можете всю эту информацию проверить, вот тут видите, ссылки сразу на штрафы, на все эти моменты. Практикуйте вождение, видите, то есть вот пошло рассказываться про вот эту вот базовую подготовку водителей, то есть ADT. На вот этот этап я вышел сейчас, то есть мне сейчас, наверное, нужно найти инструктора и пройти базовых 12 индивидуальных занятий по 1 часу. Скажу сразу наперед, инструктора я нашел. Это удовольствие будет стоить 550 евро за 12 занятий. Человек понимает русский язык. Мы с ним договорились, что первых 5 где-то 4-5 занятий мы будем на русском, а после мы будем уже на английском. Он будет меня поднатаскивать, он будет мне, ну, то есть он мне сказал сразу приготовить там блокнотик, чтобы я все моменты записывал и потом это запоминал, заучивал, да, то есть, ну, нужно эту всю тематику выучить, все эти слова: поворот налево, направо, кольцевое, стоп и так далее. То есть ты должен выучить это. Ты должен знать, как это звучит на английском, потому что главный тест ты будешь уже сдавать на английском.
То есть и тебе нужно будет выучиться. И возможно я буду покупать, да, то есть проходить 12 ТО обязательных, но больше ты можешь покупать сколько хочешь. То есть и возможно у меня будет 15, возможно даже 20, да, пока я не буду чувствовать себя нормально и не пойму, что я могу уже, да, подаваться на главный тест. Следующий этап, да, это главный тест, но я хотел бы кое-что уточнить. Смотрите, когда вы получили вот эти вот права, да, learner, то есть потом в течение полугода вы не имеете права подавать заявку на главный тест, да, чтобы получить new драйвера, то есть нового водителя. Вы не имеете права. То есть по факту вот у меня в апреле я получил их, да. Давайте, ладно, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Вот минимум в октябре я смогу подаваться, минимум. А там еще месяц-два ждать. То есть это уже октябрь нет. Ноябрь, декабрь. Это в лучшем случае ноябрь-декабрь я первый раз попробую сдать, да, свой тест, вот этот главный, сдать экзамен по вождению, главный экзамен по вождению. То есть понимаете, да, он стоит 85 евро, одна попытка, то есть не сдал, обратно 85 евро, вот цена. Понимаете, да, это уже такая немаленькая сумма, и не хочется не разбрасываться, и хочется сдать, да, с первого раза. Но многие знакомые здесь, там, вот, поляки, да, литовцы, я общался, и многие, кто с третьего раза, кто со второго, то есть с первого раза, я скажу так, мало кто сдает, но обратно же кому как везет, кто как себя чувствует уверенно. Если я никогда не водил, да, вообще автомобиль, машину, понятное дело, что я могу, конечно, я себе не хочу, да, там, нагонять на себя какую-то тоску, но это, конечно, будет стресс, да, потому что, понимаете, на английском, да, это очень трудно, но я считаю, что вот этот вариант, который я выбрал, он будет идеальный. И человек, это школа, да, то есть это школа вождения, он поднатянет, и если нужно дополнительно, то я буду покупать дополнительные у него обучающие, да, уроки, и он будет моментально, ну, меня подтягивать, да. И какой момент? Вот вы сдаете в одном городе, то есть вы сдаете, ну, и второй раз повторно вы сдаете в том же городе. Вы же понимаете, что, в принципе, там путь у этого, да, главного экзамена, то есть у него там почти идентичный будет постоянно, там, может, парочку поворотов будет изменено. То есть, понятное дело, что со второго раза ты уже более знать уже будешь маршрут, и тебе легче будет, да, подстроиться к этим реалиям. И еще, когда ты сдаешь вот этот главный, да, экзамен, то по вождению, то там в начале, перед тем, как начинать его, минут 10-15 он у тебя спрашивает теорию, он показывает тебе знаки, ты должен сказать, что этот знак означает. То есть обратно же на английском должен сказать. Кто-то скажет, так нужно было сразу тест учить, на английском сдавать по теории, и все по английскому. Ребятки, нет. Нет, тут много кейсов, таких же примеров, как и я, и люди все сдавали, люди все учили. Сам экзамен проходит всего лишь час, час 10. Извините меня, час, час 10 можно выучить эти, как говорится, все вот эти вот главные, да, поворот налево, направо, вперед и так далее. Я думаю, все вот это можно заучить. Это не так уж и сложно. Там, или он скажет, припаркуйся вон там, вот, да, или перестройся в ту линию, понимаешь? Тут все понятно. Если ты это будешь слышать постоянно, то ты это заучишь. Так что тут много практики, и все у вас получится. Я буду идти по этому пути, буду снимать видео и рассказывать вам все эти моменты. Я рассказал вам про то, что я получил пластик, я теперь новый, да, водитель в Ирландии, я рад этому. В дальнейшем будет куча видео еще дальше, потому что через 2 недельки где-то около того плюс-минус я начну свою базовую подготовку. Сразу как пройду первый, да, обучающий курс, сразу же сниму видео про первый обучающий курс, что там было, и буду вот так снимать про каждый. То есть рассказывать вам конкретно, что меня чему обучать, чего вам ждать, да, на этих курсах. То есть потому что я думаю, что люди тоже многие есть, которые впервые, как и я, будут садиться за баранку, за руль, и им будет важно знать, да, когда ты, как говорится, знаете, когда ты вооружен, да, то это лучше, когда ты знаешь, на что тебе рассчитывать, а вот эти мои видео, они помогают знать, что ты будешь, на что тебе, что ты должен ожидать, да, то есть, когда ты не знаешь, то это очень, конечно, сложно. Я уже, в принципе, ну, человечек по-русски говорит, это хорошо, мне это нравится, так что все нормально, инструкторы добрые, приятные, я с ним уже лично встречался, то есть все дела, просто я ждал пластик, он пришел, ну и теперь неделька-две я запишусь и будем мы с ним кататься, учиться, обучаться. Конечно, я хотел на своей машине,
Но пока ее нету, просто хочется купить, знаете, не какую-то развалюху, я так скажу, потому что у нас люди, я не знаю, покупают вот эти вот просто болты и гайки по 1500-2000 до 3000 этих евро. И потом, боже мой, у одного уже стоит просто болты и гайки. Купил 2008 года, все, заглохло и не знает что. Приезжают эти с компьютерами, пик-пик, 100 евро нету, пик-пик, 100 евро нету, не знает что. Потому что, ребятки, никогда, знаете одно, скупой плоти дважды. Купите вы нормальную машину хотя бы от 5000 евро, хотя бы от 5, а лучше до 10, ребятки, чтобы оно было нормальное, хорошее. Минимум 12-14 годика хотя бы, ну блин. И последнее, вот я задумался, поставил даже паузу, да, что я хотел сказать. Машину, конечно же, и тест, то есть и вождение, да, смотрите, то есть базовую подготовку, и потом я буду сдавать экзамен по вождению автомат. И машину я собираюсь покупать только автомат, ребята, никакого нам не нужно механику, боже упаси. Сейчас тут набегут, конечно, шумахеры с форсажа, расскажут мне тут. Да, сразу скажу, что если я буду сдавать на автомате, то я уже потом не могу водить, я не могу покупать машину, которая, да, с ручной коробкой передач, то есть мануалом. Я не могу, но я иду на это сам, потому что мне механика не устраивает, она мне нафиг не нужна, ребята. В современном мире, ну извините меня, это ни к чему. Кто-то скажет там и расход больше, и то все сибоси, если поломается, больше раз. Ребята, я собираюсь покупать не развалюху машину, это первый момент. Второй, я никогда не водил и сейчас нагружать себя вот этими передачами, вот этими вот нейтралками, да нафиг оно мне надо. Я сяду в кабриолет и поеду куда-нибудь, вы поняли, да, эти моменты. Я сяду себе спокойно, раз и на матрас, и поехал маленький в светлое будущее. Только автомат, запомните, только автомат. Вот эти все ручные передачи, да, все вот эти вот, это уже прошлый век. Тут уже Тесла и остальные автомобили с автопилотами, а люди до сих пор покупают эту, как его, ручную коробку передач. Понятное дело, что где-то там в каких-то моментах, да, ручная, ну, в смысле, коробка передач, да, она нужна, да, она реально нужна, без нее никак. Но я не собираюсь этим заниматься. Этой возней оно мне нафиг не надо. Я буду покупать автомат, и это будет намного проще. И обучиться вождению, то есть базовая подготовка будет легче, и потом экзамен. Потому что заглох на экзамене сразу все. Это сразу до побачення. Не переключил, не выжал сцепление и так далее, ребятки. А на этом прокалываются, ну вы шо. Это нужно чувствовать, там нужно чувствовать. А автомат все-таки это легче, это проще. Сама машина делает за вас вашу, да, обязательную, ну, за вас делает работу, которую делали вы, если бы у вас был не автомат. Всем добра, позитива. Еще раз поздравьте меня, поставьте мне лайк, комментарий. Получил я свои ученические права. Я очень этому доволен. Всем мирного неба, счастья. Живите, а не проживайте. Сдавайте на права, потому что в Ирландии без машины очень плохо. Я в этом тоже убедился, хотя живу в центре городка. В принципе, все рядом, в районе 1 километра. Есть велосипед и ножки не для скучки, можно пройтись. Но путешествие, комфорт, то есть перемещение, все-таки он давит, и машина нужна. Ну и вообще в 21 веке, конечно, 34 годика маленькому и не иметь автомобиля, конечно, это странно. Но это был мой косяк по жизни, и мы его исправляем. Знайте, что никогда не поздно что-то поменять в своей жизни, да, поменяться самому и идти к своей цели. И главное, лететь в светлое будущее. Оно обязательно настанет для всех нас. На связи. Всегда.